Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что ожидается на вечерней сессии в части движения по доллару, рублю, нефти, золоту и другим активам. Так, но сегодня по нефти вышли вообще отличные запасы, порезали их, будь здоров, как. Так, ну вот у американских банков мега мощная прибыль за первый квартал. Вроде бы раздавались призывы о том, что вот наконец-то там с помощью Rigidit толпа наклонила Уолл-стрит и крупнейшие банки, а нет, они показали отличную прибыль за первый квартал. Ну и действительно, когда столько печатается денег и все эти деньги идут в рынке, здесь банки и те, кто занимаются брокерскими операциями, слияниями и поглощениями, они просто обязаны показывать очень хорошую прибыль. Так, ну вот на NASDAQ теперь можно купить акции Coinbase, биржи. Но на самом деле, мне кажется, все-таки криптовалюта, она на текущий момент все-таки более интересна. Единственное, только нужно подождать, я думаю, отката, потому что сейчас наверняка будет откат и по биткоину, и по эфириуму. И, соответственно, тогда, если рассматривать какие-то среднесрочные сделки, его можно будет подумать и прикупить. Так, друзья, ну давайте начнем, наверное, с S&P. S&P замедляет ход и растет все более и более нехотя. Ну, тут настало время хотя бы ему какое-то время поконсолидироваться в этом диапазоне. С учетом той денежной массы, которая поступает, не уверен, что это приведет к сильному коррекционному откату в ближайшее время. Здесь в большей степени, наверное, до середины мая мы вот так где-то в этом диапазоне и будем болтаться и пытаться с напрягом расти каждый день. Так, друзья, далее DXY. По DXY индекс доллара падает, доллар к валютам начинает существенно проседать. И на повестке дня стоит тестирование на пробой 91,5. Вот если это значение будет пробито и начнется консолидация под этим значением, весьма вероятно движение разовьется и цель уже будет на 90,190, вот сюда вот. Пока посмотрим, как здесь будет проторговка, будет не будет пробитие, и исходя из этого тогда определимся с той целью движения по евро-доллару, которая в ближайшее время, неделю, месяц произойдет. Так, друзья, ну далее нефть, здесь что называется shift the expectation, превосходя ожидания. Я на сегодня все-таки предполагал, что движение будет в район 65,4, ну максимум. Но видите, здесь уже пробили уровень. И сейчас на текущий момент здесь, судя по всему, будет закрепление. Если это закрепление сегодня происходит, и мы закрываемся выше 66,25, то завтра вполне возможно это движение продолжится, и мы увидим движение уже в район 68,5 и может быть даже 70. Так, ну по часовику здесь ракета, которая практически безоткатно летит. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Здесь по золоту просадка, но вернулись на 1735. Да, то, что 1741 было пробитие, это не очень хорошо, но видите, на 1735-1737 вот здесь повисли. Соответственно, здесь, если не будет на сегодня добития 1732-1733, то мы прямо сегодня или завтра с утра отсюда дернемся, и цель движения будет в район 1745, вот сюда вот. Но если все-таки пойдет добитие вот этого значения, то нас по золоту ждет цель, которая будет на 1721. Так, друзья, далее евро-доллар, но здесь вообще огонь просто происходит. 1,1991. Если сегодня закрываемся выше, то завтра движение очень быстро может произойти и на 1,2090, вот сюда вот. Если закрываемся чуть ниже, то завтра, скорее всего, будет коррекционный откат с целью движения на 1,1933. Ну и по часовику вот эта ракета, она продолжается, и, соответственно, ждем попытку пробоя 1,1991. И если закрепляемся выше этого значения, завтра эта ракета продолжит движение. Если не пробьем, то весьма вероятно нас сегодня на вечерке уже ждет коррекционный откат. Цель движения будет 1,1954.
Так, друзья, далее рубль-доллар, давайте посмотрим. USD Tomorrow. Ну вот видите, кто-то искал поводы относительно того, что Байден позвонит, не позвонит, какие действия будут сделаны. Когда в мире позитив, то волей-неволей этот позитив, он начинает затрагивать всех, в том числе такие проблемные участки, какие сейчас имеются у России. И на текущий момент мы увидели, с одной стороны, как массированный позитив по всему миру поддерживает российский рынок и рубль, и не дали улететь на 80. С другой стороны, мы увидели с вами, как сработал вот этот сильный уровень 77.35, он просто переломил тенденцию, хотя уже здесь проторговочка-то начиналась, и он должен был вот-вот выдернуться и уйти наверх. Вот. Но сейчас на самом деле здесь, с моей точки зрения, несмотря на все это оптимистичное движение, вот мы либо его уже исчерпали, либо, может быть, будет задерг на 75,3. Но уже отсюда, даже при такой нефти, весьма вероятно будет коррекционный отскок и движение на 76,2. Но это уже будет завтра, послезавтра или в понедельник. А на сегодня давайте посмотрим часовик. Так, ну и на часовике у нас идет с одной стороны консолидация, с другой стороны движение, цель которого 75.86. Вот сюда, к этому значению. Вот. Я предполагаю, что сейчас разовьется движение на 75, 75, 75 и 8. Вот сюда вот. Если это не произойдет, в том случае, если будет коррекционный откат и пробитие 75,4. Здесь уже мы идем тестировать сильный уровень 75,3 и скорее всего будем торговаться на нем. Вот. Но я думаю, все-таки больше вероятно сейчас мы пойдем куда-то вот сюда. Так, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь у нас осталось пробить 147 146 900. Если такой пробой происходит и здесь будет закрепление, то, соответственно, у нас следующая цель уже будет, наверное, даже не 149, а в районе 153. Вот сюда вот. Так, ну и четырехчасовик указывает на то, что здесь у нас сейчас идет попытка разворота. Но нефть выросла очень мощно и, возможно, пойдет выше. И, соответственно, если такое движение формируется, то у нас сегодня либо завтра с утра будет пробой 147 и движение сначала 149, потом, может быть, даже 152. Вот. Но если сейчас или завтра с утра этого пробоя не происходит, мы отсюда должны откатиться, и первая цель движения будет 143 700. Вот сюда вот. Так, друзья, давайте посмотрим Сбербанк. Здесь достаточно интересная ситуация, 4-часовой график. Так, ну мы вот сегодня прямо сходу 291 сделали. Вот. После этого он, соответственно, откатился, но потому что бесконечного роста быть не может. И вот тут у нас на сегодня, на завтра с утра, если не происходит пробитие 286, то завтра мы пойдем уже тестировать 294, может быть 296. Вот. Если сейчас вот это значение возьмем, пробьем 286, то скорее всего коррекционный откат будет более глубокий на 281,5. Но это уже будет завтра. Сегодня, сейчас вот пробьем, не пробьем 286. Так, друзья, ну вот еще вопрос был по акциям Google, которые давно не рассматривали. Сейчас очень упорно поступает информация о том, что Google надумал сделать сплит акций, то есть дробление. Но действительно, 2000 это уже неприлично много. Это уже почти как Транснефть. Но переходя на дневной таймфрейм, здесь наметился небольшой коррекционный откат, который, соответственно, в случае пробития 2240 потянет акции Google. Сначала цель движения будет 2190, и потом его, возможно, вот сюда вот куда-то свозит на 2060. Вы скажете, все растет, как такое возможно? Да, это сейчас немножко как бы слишком фантастично звучит, но тем не менее в ближайшее время, в ближайшие дни, если не будет пробития 2300, то мы такое движение с высокой степенью вероятности можем увидеть. Если 2300 пробьет, то это космос. Но если не пробьет, то вот здесь вырисовывается сценарий коррекционного отката. Не скажу за всю Америку, но по Гуглу
здесь вот определенные идеи, которые указывают на возможность либо отката, либо какого-то задерга, она имеет место быть. Так, друзья, ну вот еще вопрос был по эфириуму. Давно эфириум я не рассматривал. Смотрите, здесь ситуация следующая. Летит он, конечно, в космос вслед за биткоином, деваться ему некуда. Вот, но сейчас здесь наметился коррекционный откат. И вот я жду, когда будет в ближайшее время пробитие 2270. И, соответственно, в этой ситуации весьма вероятно разовьется коррекционное движение. Цель этого движения будет 2140. И здесь я его посмотрю и, возможно, куплю еще. Друзья, ну, в общем-то, все. Основные моменты, основные идеи, основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов и всего наилучшего.